Здравствуйте, мои хорошие. Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я Екатерина Варади, его создатель и ведущая. Сегодня мы прожили 113-й день после ухода от нас нашего младшего сына Вани, Ивана. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о вопросах, которые вы ставите в комментариях. Ну, как обычно, я сделаю такой спот, да, освещу, о чем я буду говорить, чтобы те, кто пришел в первый раз, поняли, интересует их это или нет. А потом мы с вами уже перейдем к видео. Значит, после моего позапрошлого видео про предчувствие очень много, то есть видно, что это настолько больная тема, и очень многие мамы задавали вопросы или в утвердительной форме говорили, да, что я что-то предчувствовала, но не смогла это предотвратить. Или я вот когда-то что-то почувствовала. Как вы думаете, могли бы мы это предотвратить? И значит, если мы могли, но не сделали, значит, мы виноваты, получается. Вот. И я, в общем, в основном хочу поговорить об этом, потому что мне кажется, что вот чувство вины – это такая штука, о которой стоит говорить чаще, потому что она бывает самая разная, она принимает разные обличия и очень сильно может отравлять существование, мне кажется. Вот, понятно, что я, как я говорю, я каждый раз говорю, я не психолог, я не коуч, я не специалист. Я просто мама, которая потеряла ребенка, который тоже, как и вы, непрерывно об этом думает. И, ну, видно, у меня мозг устроен таким образом, что он там шурупит что-то постоянно. Вот. И, соответственно, у меня же тоже были предчувствия, я о них рассказывала, да. Я сделала то, что могла, и мне кажется, что все равно предчувствие и возможность что-то изменить – это не факт, что то же самое. Ну и вообще, хотелось бы поговорить о том, почему многие люди боятся говорить о том, что они видели. То есть вот вообще много, то есть есть вопросы, да, разные, о которых я сегодня хотела поговорить. Но, пожалуй, вот о предчувствиях, о чувстве вины, о возможности что-то изменить, это действительно самое важное. Ну, я вот, кстати, о предчувствиях, да, совпадениях и прочем, я тоже вспомнила, что мы же долго лежали в больнице в Германии с Ваней в разных отделениях. И вот когда он лежал в отделении онкологии, мы каждый раз на нас там смотрели как совершенно лишних, потому что мы, в общем, никак не лечились, то есть нам только антибиотики там кололи, да, в общем, другая совсем история. Но там я обратила внимание, что нет палаты с номером 13 вообще. Там на каждом этаже своя нумерация палаты, и была палата 12, палата 14. Но что интересно, что, например, в хирургии палата 13 была. То есть вот, казалось бы, медицина, то есть это вещь абсолютно далекая от всяких, как вам сказать, суеверий и прочего, но тем не менее вот в каких-то областях, видимо, врачи тоже верят в это. Я, например, в числа совершенно не верю, в черных кошек, которые перебегают дорогу, тоже не верю. В общем, как бы я считаю, что чем меньше этих примет знаешь, тем свободнее живешь, а то иначе будешь бояться каждого чиха и каждого вообще тени за углом. Потому что там бабы с ведрами и так далее. Это все эти такие истории. Вот. И теперь смотрите, по поводу комментариев. В связи с тем, что комментариев очень много, за что я вам крайне благодарна, я стараюсь прочитать то есть как, я хочу прочитать все. Ну, не получается. Обычно получается прочитать и ответить на все комментарии предыдущего дня. И периодически, если я не занята по работе, еще что-то ответить и прочитать за другие дни. И я понимаю, у меня жуткие угрызения совести, потому что мне очень хочется ответить, но я просто не успеваю физически. Там уже видео 50 с лишним, и просмотры же везде растут. И, в общем, я так, знаете, так с ужасом заглядываю. Там есть одно видео, на котором вообще 900 комментариев. Я так понимаю, что мне, в принципе, даже если я буду отвечать на них непрерывно, я не знаю, сколько мне займет времени. Вот. Но пока до того, чтобы просто ставить сердечки, я не дошла. Мне потому что очень интересуют ваши истории все. Вот. И, знаете, есть еще такой момент, что я принципиально не отвечаю на политические комментарии. И здесь было обвинение не одно, да, что нельзя в наше время быть толерантным, нужно иметь свою позицию, и нужно, значит, ее защищать, потому что тут одни убийцы, другие наоборот. Я вам скажу мою позицию, да. Я не отношусь к людям, которым все равно, не отношусь к людям, которые толерантны ко всему. Но вот, знаете, этот канал для меня, я создавала этот канал для того, чтобы это было местом мира, в котором каждый человек может
излить свою душу, поплакать или посмеяться, пообщаться друг с другом. То есть для меня это как больница, в которой врач лечит всех, без оглядки на национальность, убеждения политические, там, преступления и так далее. Дело обвинения — это в суд, да, в полицию, но не ко мне. Вот. И мне кажется, что вообще очень сложный вопрос, да, в любой войне, кто хотел туда пойти, пошел, потому что его заставили, кто не хотел пойти, кто хотел пойти, потому что хотел, а кого заставили, а кто и не хотел, и его с трудом заставили, но заставили. И то есть, вы знаете, в любом случае это страшная история, но я просто вспоминаю, что после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, да, как вы знаете, что делали фашисты, что это действительно история, которая очень хорошо известна, то есть они творили жуткие зверства, и тем не менее, когда на поля, где были братские могилы всех со всеми, да, приходили священники, они служили панихиду и над нашими, и над немцами. Справедливо полагая, что не суди, да не судим будешь, это не значит, что я оправдываю злодеяние, да, но в данном случае лучше, я же не знаю, я не буду выискивать истории каждого человека. Для меня каждая мама, горюющая о своем ребенке, это отдельная трагедия, и я не буду рассматривать фон и выяснять, выковыривать вот это, почему она произошла, да, и так далее, потому что это в любом случае страшно, и мне кажется, что вы знаете, мне вообще очень сложно, потому что у меня, например, я русская, да, у меня тетя из Украины, у меня одна из лучших подруг из Украины, у меня у обоих сыновей друзья из Украины. Мы здесь живем все вместе и умудряемся даже рисовать вместе, и ходить вместе. И по мне, так мы все равно братья, и мы друг друга любим. Понятное дело, что, к сожалению, то, что сейчас происходит, это очень надолго наши народы отбросит назад к взаимному непониманию, ненависти, нелюбви. Я думаю, что в свое время история нас рассудит, но сейчас мы с вами вместе все. Мы просто женщины, которые потеряли детей, потеряли близких, кто-то мам, пап, братьев, сестер. Здесь сюда открыта для всех дорога и для ваших историй. Я с огромной радостью их читаю. Итак, я себе записала, потому что много всего, на что я хотела бы отреагировать, да, и я боюсь просто, у меня уже к вечеру, к ночи, вернее, уже почти к утру, у меня с мозгами уже так это не очень. Так вот, и вот еще был очень интересный вопрос. Несколько женщин у меня спросили, как я думаю, в чем заключается разница между тревожностью и предчувствием, да? Потому что, понятное дело, когда тревожная мама, она боится за ребенка, и когда вот как вот здесь разобрать, предчувствие это или не предчувствие? Я, честно вам сказать, не могу ответить на этот вопрос, потому что я, в принципе, по характеру человек не очень тревожный, вот как я сейчас понимаю. Но когда дети были маленькие и болели, у меня был инфаркт каждый раз, когда там чуть поднималась температура, там просто глаза на лбу, есть не могла, спать не могла. То есть, потом это прошло. Но мама у меня человек тревожный, и она даже лечилась от тревожного расстройства. Это нужно не путать с депрессией, потому что депрессия и тревожное расстройство — это разные вещи, они лечатся разными препаратами. Есть специальные препараты от тревожности. У меня мама даже лежала, по-моему, в клинике неврозов в связи с этим, потому что это вот тот самый момент, когда человек понимает, что ему не нужно тревожиться, он все равно тревожится. Вот. И здесь, мне кажется, очень важная вещь — человеку себя не обвинять, потому что это же, знаете, как любая болезнь, она не вина. То есть, если ты заболел гриппом, ты же не виноват, или там, если заболел, я не знаю, там язвой желудка. То есть, можно тогда обвинять всех, да, сразу осудить, просто огульно всех, кто заболел. Вот точно так же тревожное расстройство — это, в общем, свойство психики. У каждого из нас психика разная. У кого-то психика очень нежная. Ей достаточно какого-то маленького потрясения, там будут какие-то повреждения, да, причем не обязательно крупные. То есть, речь не идет там о сумасшествии или о чем-то таком. Может быть, тревожное расстройство, депрессивное расстройство, какие-то неврозы. То есть у каждого по-разному это выражается. Просто мне кажется, что если вас самих это очень мучает, есть смысл действительно обратиться к специалисту. Я потому что в своей депрессии, когда она у меня была, я обращалась к специалисту, и мне помогло. И сейчас я пью таблетки, кстати, от депрессии. Поэтому я думаю, что частично мое состояние также объясняется и тем, что я все-таки себе помогаю.
знаю. Вот. Но вот по моему мнению, да, если вот я так думаю, чем отличается тревога от предчувствия. Тревога – это такая штука, которая идет фоном по поводу каждой мелочи. То есть она все время есть по поводу того, как, где ребенок, что он делает, не заболел ли он, не встал. То есть вот это постоянный такой жужжащий фон. И женщина от этого очень сильно устает и очень сильно переживает. И мне очень жалко таких женщин, безумно жалко, потому что они с этим сделать ничего не могут, как бы не хотели, да. Их могут ругать, но вот. А вот предчувствие, вот это такая история, что это как будто, знаете, как будто что-то приходит снаружи. То есть как будто такая мысль, она так чпок, вот так вот в тебя попадает, и ты понимаешь, что это как бы точечное попадание. Это не то, что тебя все время сопровождает. Это тебе попало в тебя, и ты каким-то образом зафиксировал, хотя очень часто этот возбудитель не очень большой. И тем не менее твое сознание его фиксирует. И знаете, у меня была такая одна история. Вот я просто... Это такое одно из самых, наверное, личных воспоминаний. Я не говорила еще о них в канале. Мы с Ваней, ну, жили же в гостинице в Германии, и там была двуспальная кровать, мы вместе спали, ну, под разными одеялами, естественно. Это объяснялось, во-первых, тем, что Ваня очень был ко мне привязан, и он не спал со мной, когда он был в нормальном состоянии, но когда уже болезнь была сильная, я его успокаивала. Вот мое присутствие рядом, его успокаивало, так же, как успокаивало старшего сына. В детстве он долго тоже со мной спал. Папа у нас храпит в соседней комнате всегда, то есть с ним невозможно вообще находиться. Мы вынуждены отдельные номера брать в гостинице, желательно подальше. Вот. И поэтому дети, значит, вот со мной спали, Саша до 8 лет, а Ванька даже до более позднего возраста. Потом они ушли нормально, они полностью самостоятельные были, решали кучу вопросов сами. Там вот, например, Ваня в старших классах. Все репетиторы, все кружки, я вообще в это не вникала. Он менял, комбинировал, знал, что-то согласовывал. То есть просто для меня это было удивительно. Настолько вот он самостоятельно с этим... И все, главное, ничего не забывал вообще. Вот. А вот когда он заболел, он ко мне, вернее, как я ему сама первый раз предложила, он с такой радостью принял и моментально заснул. Он не мог спать, со мной заснул. И вот мы спали с ним, это еще было в Германии, не в больнице. То есть еще у меня была надежда на то, что он поправится, там было улучшение определенное. И вот, знаете, мы легли, он уже заснул, потому что у него уже был низкий гемоглобин, анемия, он легко засыпал, уставал сильно. И он в связи с тем, что рост 196 сантиметров, а кровать 2 метра, он спал по диагонали немножко, причем так, что как бы я ни ложилась, его нос был вот около меня, и можно было его там поцеловать, погладить, даже когда он спит. И вот, знаете, был такой, я каждый день это делала на самом деле, и вдруг был какой-то момент, который я прям запомнила, что как будто бы внутренний голос такой сказал, вот знаете, такое ощущение щемящего счастья, что вот он тут, я его могу понюхать, я его могу погладить. И вот это такое ощущение такого щемящего счастья, и такие слова «запомни этот счастливый момент». Как бы, и вот такой, знаете, хвост после этого, как будто бы это продлится уже недолго. То есть его не было как бы официально, этого хвоста. Но как-то мне это вот именно запомнилось, именно этот момент. И я до сих пор действительно вспоминаю это ощущение и понимаю, что это было мне предупреждение, подготовкой, да. То есть это даже не предчувствие, это, наверное, именно предупреждение. Вот, и сейчас, понимаете, это действительно важная память. То есть вот такие вещи, почему, когда у тебя есть, надо мимо них не проходить, даже не потому, вот в данном случае мне это было явно дано не для того, чтобы я это изменила, да, я не могла там ничего изменить, но вот это вот дает мне тоже какую-то опору в том, что вот я вспоминаю это так четко. Хотя я говорю, не понимаю, почему это происходит. И вот, знаете, здесь такой самый вообще мучительный вопрос для всех, насколько я поняла в комментариях. Вообще, можно ли изменить эту судьбу, если мы получили какой-то знак, ощущение, что у нас ребенок умрет? Можем ли мы это изменить? Честно вам сказать, я потом скажу свой ответ. Сейчас я вам скажу несколько случаев. Вот одна из наших, да, из зрительниц канала, та же Лариса, о которой я говорила, которая, собственно, этот вопрос задала первой, она мне сегодня прислала такую заметку, что
я вам укорачивая прочитаю, да, в июле 2026 года 28-летняя женщина на 30-й неделе беременности выпала из окна квартиры на 7-м этаже во Владивостоке. По словам пострадавшей, ночью она не могла уснуть и решила протереть окно. Чтобы дотянуться до дальнего угла внешней стороны стекла, женщина встала на подоконник, поскользнулась и упала на спину. Типичная русская женщина, которая коня на скаку остановит и ночью полезет мыть окна на 7-м этаже. На 7-м, да. Вот. И на крики пострадавшей, упавшей беременной женщины с 7-го этажа прибежали соседи, ее отвезли в больницу. И я здесь уже... У нее медики обнаружили множественность ссадины грудной клетки и болезненность по всей поверхности живота. Ее доставили экстренно в больницу. И несмотря на падение с огромной высоты, у женщин не обнаружили ни одного перелома. То есть, как вам сказать, эта женщина, нельзя сказать, что она сделала все, чтобы погибнуть, да, но в то же самое время она, в общем, и не являлась явно совершенно образцом осторожности, и при этом она выжила. Рассказываю еще один случай, я не помню, я читала в хронику об этом, я не помню полет, какого самолета это был, но я совершенно точно помню, что из огромного самолета уцелел один человек, один, а там их было 300 с лишним человек, он уцелел. Его нашли просто сидящим в том же кресле. По-моему, у него то ли вообще не было травм, то ли типа была сломана то ли рука, то ли нога. То есть, ну, скажем, травм, несовместимых с жизнью, у него не было. И еще одна история, которую лично я читала тоже конкретно про конкретного человека. Это когда, помните, был пожар в Крокус-Сити. И там должен был быть и был, собственно, концерт какой-то известной группы. Я название не помню, поскольку я не в курсе по этому поводу. И вот какой-то мужчина или молодой человек, я не помню возраст, он очень хотел, он очень любил эту группу и очень хотел попасть на концерт. Билеты были жутко дорогие. И он копил деньги долго, и в день концерта заранее он ехал откуда-то из города там относительно далекого, то есть не из Москвы. Он сел на машину, поехал, машина под ним сломалась. Он взял каршеринг, по-моему, каршеринг, я не знаю, вот у нас это каршеринг, что в России, не знаю, давно не была уже очень. У каршеринга у первой машины каршеринга лопнуло колесо. Он взял еще одну машину, с ней что-то еще произошло. В общем, как результат, он приехал к Крокус-Сити, когда уже все было перекрыто и уже горело все. И, то есть, этот человек, который сделал все возможное, чтобы попасть в то место, где он гарантированно бы погиб, он не попал. Вот и тут вот такой момент, что куча есть случаев, когда люди абсолютно не имеющие поддержки там, со стороны семьи, которые хорошо не едят, не пьют, которые истощены, которые пожилые, которые вообще не должны восстановиться, они выживают вопреки всем прогнозам. Причем часто вопреки даже прогнозам ближних. То есть нет рядом с ними никакой поддерживающей силы, дополнительных лекарств, мамы, которая там составляет рацион и так далее. А есть люди, у которых это все есть, и они все равно уходят. То есть вот мне кажется, я здесь совершенно согласна с Ларисой, что вероятнее всего все-таки в 99% случаев вот эту дату, то есть то, что предначертано человеку, изменить нельзя. Наверное, действительно можно изменить то, что в процессе, потому что, как говорят, молитва матери со дна достанет. И вполне может быть, что есть такие случаи, когда молитва матери спасала человека от смерти, но мы об этом не узнаем. Вернее, как есть свидетельство от военных лет Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, когда мама молилась, вот у нее было нехорошо на сердце, она в этот день особенно молилась, и сын ее избежал смерти, все погибли, он остался. То есть, может быть, бывают такие случаи, но мне кажется, что, вы знаете, как если представлять себе, что у Господа Бога все предначертано, да, то, наверное, есть люди, у которых, скажем так, есть 50/50, то есть как бы Господь думает, вот, может, душа эта вернется, должна вернуться, или она может там еще остаться. А есть у кого все задания уже решены, то есть на 100% все решено, вот эта душа и уходит, тут проси, не проси. Вот, и если... Я говорю, вообще, если мы как бы говорим уже в парадигме верующих людей, да, вот, понятно, что нужно закрыть уши тем, кто не верит, и либо попытаться это под себя адаптировать, то
Бог его знает, что такое предчувствие. Ведь момент такой, что предчувствие нас может предупреждать просто, чтобы нас подготовить. Это если нас Бог пытается подготовить. Хотя, мне кажется, вот Бог вряд ли бы так готовил, он бы, наверное, нашел какой-то более гуманный способ. Либо наоборот, нас может искушать противоположная сила, которая хочет нам дать ощущение беспомощности. То есть нам приходит предчувствие, которая нам дает беспокойство. Мы ничего понять не можем, поскольку нам не было сказано, что твой ребенок погибнет тогда-то, тогда-то, не делай того-то и того-то. Соответственно, мы находимся во вздернутом состоянии, сделать ничего не можем, и наш ребенок все равно уходит, и мы начинаем мучиться чувством вины. Вот тогда это момент явно, что не от светлой силы, и тогда, может быть, это предчувствие вообще есть смысл игнорировать в том плане, что понимать, что это сделано не ради вашего блага и не ради того, чтобы вы что-то изменили. Потому что когда вот чем плохи предсказания вот гадалок всяких, они никогда не говорят четко. Они говорят очень расплывчато, так что это можно толковать разными способами. И поэтому ты сидишь и ничего не можешь сделать. То есть, и, кстати говоря, я, по-моему, читала о предсказании Ванги один раз. Она кому-то, по-моему, Ирине Понаровской сказала, что бойся числа 27 ноября. Ну, я не уверена, что именно 27 ноября, но какое-то число. И, в общем, она действительно там боялась, то есть она каждый раз нервничала, и в результате у нее таки погиб сын таки 27 ноября. Вот, и она с этим абсолютно ничего не смогла поделать, потому что вот не смогла. Поэтому вопрос большой. Человеку испортили много лет, на протяжении которых она была в невменяемом состоянии каждый год, и ничего сделать она не смогла. Тогда зачем ей было надо знать это заранее? Большой вопрос. То есть предчувствие вины не означает, что мы можем это предотвратить. То есть вот возьмем меня, да, у меня было ощущение, что у Ваньки все нет будущего, у меня было такое ощущение, у меня было ощущение, что это все-таки была подготовка меня к этому. Потому что, когда это пришло, я ощущала внутри вот это вот, что я понимаю, что это произойдет. То есть у меня не было, вот, хотя ничего вроде бы как не предвещало, да, но я сделала все, я вывернулась наизнанку. Я не знаю, то есть я объехала по Венгрии все больницы, я в Германии нашла лучшую клинику, я ходила ко всем специалистам, я участвовала в процессе, я задавала вопросы, просила дополнительные анализы. Я делала все, витамины, добавки, рацион, все, лечебная гимнастика, психолог. Я ничего не смогла сделать. Ничего не смогла сделать абсолютно. Поэтому, как бы, да, мне дали знак, я ничего не смогла сделать. Из этого я считаю, что я сделала все, что возможно, но человеческие силы имеют предел. И вот одна из самых мучительных, пожалуй, одно из самых мучительных чувств – это чувство вины, когда вот я поссорилась с сыном, я на него ругалась перед его уходом, и он погиб. Какая же я мать после этого? Вот буквально было несколько таких комментариев, не один и не два. И вот здесь, вы знаете, ребят, мне кажется, реально очень важно отделять мух от котлет. Мне очень помогли два человека в этой ситуации, потому что, рассказываю историю, мы с Ванькой очень сильно ругались. Не всегда, но в связи с тем, что Ваня, у него уже была рана в спине, он не мог ходить особенно, а ему важно было ходить, чтобы расхаживать ноги, чтобы нервы восстанавливались. А ему ходить было некомфортно. Ему абсолютно все, начиная от врачей, кончая инструкторами по лечебной гимнастике, давали упражнения, говорили: Ваня, Иван, Германия, Ваня, Иван, вам нужно ходить несколько раз по дню, понемножку, но 5, 7, 10 раз. Ване было это ужасно неудобно делать, потому что ему было тяжело вставать, тяжело ходить. Он предпочитал встать один раз и пройти большое количество шагов, после которых он сильно уставал, и это, в общем, не есть хорошо. Плюс я ему давала какие-то витамины, смузи. Витамины он пил, а вот всякие смузи, протеиновые напитки ему там не нравились какие-то. Я каждый раз тоже на него ругалась из-за этого. Или, например, вот была такая история, причем незадолго до его ухода, когда мы тренировались, ходили по лестнице. Это была отдельная история, как его было заставить. И вот мы ходили, я ему говорю: Ваня, тебе обязательно выходить на улицу, чтобы витамин D3 получать от солнца, а не выходить ночью или не выходить в коридор. И вот я ему читаю часовую лекцию по поводу витамина D3, он меня внимательно слушает. Как только я заканчиваю, он говорит: мама, можно я сегодня не пойду на улицу, а похожу в коридоре? Вот я думала, я ему голову откушу просто. Потому что такое ощущение, что он меня вообще не слушал. Вполне может быть, что так и было. Вот. И я, естественно, на него жутко ругалась. Потом мы мирились, конечно.
Но когда Ваня ушел, я стала вспоминать, что я в последний день на него наругалась за то, что он облился протеиновым напитком после того, как я уже все там поменяла ему постель и все, а он же липкий. То есть я говорю: Вань, ну ты же понимаешь, что я не могу тебе поменять, но ты будь просто осторожным, прикладывай ко рту. Я не поняла, что в тот момент уже начался у него септический шок. И, безусловно, моя реакция была связана с нервным состоянием, потому что я чувствовала, что что-то не так. Я у него тут же попросила прощения, но меня это грызло безумное количество времени, потому что я думаю, вот тоже, как многие думают, какая же я мать такая, что у меня ребенку плохо, а я на него ругаюсь. Но здесь важен момент такой. Мне, когда я в свое время об этом рассказала жене отца Михаила, который с нами вот был весь год, она сказала: ой, у меня мама недавно ушла, я очень переживаю, но я так ее гоняла тоже, потому что она тоже там и ленилась, и то, и сё. Это первое. И второе, мне сказала психолог, которая сказала, что она видела Ваню за 2 дня до ухода. Она говорит: вы знаете, может быть, вы, конечно, на него ругались, но за счет этого он себя чувствовал живым человеком. Не было ощущения, что он смертельно болен, у него были планы, он собирался поправиться, и он говорил активно, позитивно и так далее. Он говорит: если бы вы от него отстали, то он бы там и помирал бы спокойно. Вот это меня как-то успокоило, плюс факт, что я у него просила прощения, конечно, помог. И я ему тогда объяснила, я говорю: Вань, я просто из-за нервов. Это не потому, что ты виноват. Любой из нас может пролить хоть 30 этих напитков, мне на это плевать. Я просто за тебя переживаю, у меня бывает неадекватная реакция. Потом, понимаете, здесь момент такой. Наши дети, мы их безумно любим, тех, кто ушел, но они не ангелы. Они, как все дети, делали какие-то нехорошие вещи. И в детстве, и во взрослом состоянии, в любом. Они могли что-то грубо нам сказать. Они могли... То есть в этом плане я против вот этого о мертвых, о покойных, либо хорошо, либо ничего. Потому что иначе мы с вами сойдем с ума. Потому что получится, что у нас есть ангел, которого мы ругали. А мы такие все прям с когтями, с этими, с крыльями черными перепончатыми. Но это же было не так. То есть они действительно делали что-то плохое. Они могли по отношению к нам как-то плохо себя вести. Вот, например, когда я там на Ваньку справедливо ругалась, он мне говорит: какая ты православная вообще. А еще в православной школе преподаешь. У тебя крест на шее, а ты вообще со мной ведешь, как отвратительно себя ведешь. Потом он просил прощения тоже у меня. Но, понимаете, да, было такое. И мы, как родители, мы обязаны были наших детей воспитывать в тот момент. В тот-то момент они были живые. Мы же с вами не знали, что произойдет завтра. Конечно, если бы мы с вами знали, что вот этому ребенку оставалось там столько-то, мы бы, наверное, себя вели по-другому. Но мы не боги, мы не могли этого знать. Поэтому вот я понимаю, что это безумно трудно, но я почему об этом вам говорю? Потому что мне самой удалось это чувство обиды преодолеть. Вот первый способ я сказала, что я подумала, что я хотела ему всегда только хорошего. То есть никогда не было такого, что я своему ребенку хочу плохого, поэтому на него ругаюсь. Второе, меня, конечно, успокоили слова матушки и психолога, которые я вам и передаю. То есть считайте, что это не я вам говорю, а матушка и психолог. То есть я в нескольких лицах. И третий момент, который я очень имею в виду, то, что Ваня сам по себе человек крайне беззлобный. То есть он никогда ни на кого долго не злился. Мы всегда очень быстро мирились, и я прекрасно понимаю, что даже если я его обидела, и, предположим, он ушел обиженный на меня, что он совершенно точно сейчас он эту обиду на меня не держит. Вот если я могу вам дать совет, то есть я не совет даю, да, я просто говорю, как мне кажется, чтобы вот это деструктивное чувство вины, как мне сказала психолог, невротическое чувство вины у себя убрать, просто напоминайте, что вы хотели своему ребенку хорошего. Вы в тот момент ничего не знали. Мало того, вероятнее всего, он это заслужил. И вспомните вашего ребенка, вот и подумайте, что вы бы на его месте держали зло на мать, которая там рыдает непрерывно, потеряв ребенка. Вот ну просто даю хоть 32 своих зуба, 31 остался, без одного зуба мудрости, что они, или она, или они, или кто, они все совершенно точно вам давным-давно все простили. Просто не могут с той стороны вам об этом сказать. То есть они пытаются достучаться, а ваше чувство вины не дает вам услышать это дело. Как мне кажется. То есть мне бы очень хотелось, мне настолько жалко этих женщин, которые так пишут, что я не знаю просто, что я готова сделать, чтобы вот этого чувства вины у них не было. И дальше. Еще важный момент, что вот многие женщины, тоже не одна, говорили, что вот у меня было предчувствие, я видела там гроб разрытый. Может быть, это был знак. И я ничего не сделала. И мой сын умер, и какая же я мать, да? Или там я где-то в каком-то там была, у меня был сон. Я видела то-то, но я никому ничего не сказала. И опять же, он умер или она умерла,
и я, опять же, ничего не сделала, значит, я виновата. И вот здесь происходит такая хитрая подмена понятий, потому что после это не значит вследствие, не значит из-за. Я увидела разрытый гроб, разрытую могилу, да, на кладбище. И из-за этого мой сын или там моя дочь погибли. Это вообще два несвязанных события. И вообще сам факт, вот, кстати, вот очень хотела бы отдельно поговорить насчет вот этих, когда ты видишь разрытую могилу или кого-то несут хоронить, надо сказать, что это в нашем современном обществе стараются все делать незаметно, чтобы мы как можно меньше сталкивались с нашими мертвыми, с нашими усопшими, да. Раньше это было совершенно не так. Я помню, когда я еще маленькая ходила на улице, ходили люди с духовыми оркестрами, носили гробы в открытом состоянии. Это было по микрорайонам, то есть это не в деревне было, это было везде так. Соответственно, люди как бы теоретически понимали, что смерть есть, и встреча далеко не всякого покойника воспринималась как примета, ну, потому что они часто встречались, скажем так. Да, это никого не радовало, я вам честно могу сказать, не радовало, но это все равно рождало некий философский такой подтекст, что смерть – дело такое, от которого мы деваться никуда не успеем, не сможем. Поэтому просто думать о том, что от того, что вам приснился сон, что вы могли в этой ситуации сделать? Вот вы представьте, да, себе вот ситуацию. Вам приснился сон какой-то нехороший, и вы тут же своего ребенка не пускаете в университет. Значит, в этой ситуации ваш ребенок вам говорит: мама, ты меня, конечно, прости, но это уже совсем маразм крепчал. Да, вы можете встать, значит, у двери и только сказать, что через мой труп он не пойдет никуда, а потом будет вас всю жизнь винить за то, что он там какую-нибудь контрольную не записал. Мало того, в следующий раз он вас точно не послушает, а смоется быстрее, чем вы скажете. То есть вот это... И все равно главное, что если предначертано, то вряд ли вам удастся спасти. То есть, может быть, не в этот день, а в следующий это произойдет. То есть, что я всего лишь хочу сказать, что что-то произошло, что-то, какое-то видение, знак, баба с ведрами там и так далее. То, что происходит, это не из-за этого, не вследствие этого. Совершенно другая причина. Вот это конкретно просто совпадение. Одно дело, когда тебе приходит вот какое-то такое вот четкое, например, не пускай ребенка сегодня, бывает такое, бывает, ты не должен сегодня лететь на самолете. Был конкретный случай, когда человек должен был лететь, а у него пришла мысль, тебе нельзя лететь. И он пошел, сдал билеты, и самолет разбился. Вот это было конкретное предчувствие. То есть это явно было от Господа Бога. Человеку была послана инструкция. Сделай так-то. А когда ты, извиняюсь, ничего не знал, и поссорился с ребенком, или увидел там случайно что-то такое, что тебе не понравилось, ну, никак это не связано, ребят. И это самое страшное, что вот почему я считаю, что вот это чувство вины материнское, ну, чаще всего невротическое, если говорить медицинскими терминами, а если говорить религиозными терминами, то это от лукавого, то есть от той силы, которая хочет, чтобы мы мучились. Потому что вот если так подумать, на самом деле, если понять, что есть злые и добрые духи, а злые духи, они реально хотят, чтобы нам было плохо. И вот теперь думайте сами, кто нас погружает, не вас, нас, меня тоже, погружает вот эту безумную боль. Разве Господь Бог? Господь Бог посылает нам, наоборот, утешение. Слушайте слова молитв, которые говорят, что мы просим Господа Бога в молитвах упокоить душу нашего там, где посещает свет Господа, простить все грехи, в Царство Небесное его отправить. Мы вообще там не говорим о смерти во всех молитвах. Вот это то, что дает мир. А когда тебе говорят, ты виноват, больше ничего никогда не будет. Это то самое, что нас вообще разрушает, ребята. Это так тяжело, это безумно тяжело, это чувство вины. Потому что в те дни, когда оно у меня было, я это испытала сполна. Вот. И я очень вам всем желаю из этого выбраться, реально. Так, смотрю дальше. Так. Как быстро я все говорю так. Кстати говоря, вот еще момент. У меня в нескольких комментариях уже было иногда в виде утверждения, иногда в виде вопроса. Не думаете ли вы, что постоянно разговаривая о своем сыне, вы тревожите его память? Или вот утверждение, хватит упоминать, молчите и не говорите, вы его только мучаете, он на вас злится. Значит, я уже, по-моему, говорила один раз, скажу еще раз, что нет, я так не считаю. Потому что наши дети – это часть нашей жизни, огромная часть нашей жизни. Эти же дети, мы их родили, мы их воспитали. Была масса вещей, которые с ними связаны. И эти вещи, ну, понимаете, это равносильно тому, что человека стереть нафиг из памяти. Вот просто вот втереть из памяти. Вот представьте, там тот же Ванька, который меня любит, который там. И вдруг он чувствует, что мама вообще о нем не говорит, папа о нем не говорит, Саша о нем не говорит, как будто его не было. Во-первых, это обидно. Начнем с того. Во-вторых, лично я не могу так, потому что в куче событий, в которых мы жили, был Ванька. Мало того, он до сих пор есть.
в куче событий, знаков и так далее. Я считаю его живущим рядом с собой. Как я не буду в этой ситуации о нем говорить? Кто сказал, что ему это неприятно? Чтобы Ване было неприятно то, что я о нем вспоминаю, да он радуется этому каждый раз. Он меня любил безумно, и наших всех любил безумно. И последние слова мне все время, в последние дни говорил: мама, как же я ценю, какая у нас замечательная семья, как я всех люблю, какие у нас папа, Саша, бабушка с дедушкой, все замечательные просто. Джек, сколько людей хороших мы знаем вокруг. Я буду его теперь не вспоминать? Вот это вот момент, когда знаете, мне кажется вообще-то, что, честно говоря, вот это мнение «горю и молча», оно связано не с тем, что кто-то боится, что мы потревожим память нашего сына. Это скорее установка общества на то, чтобы видеть только позитив. Негативные мысли никому не нужны. Именно поэтому часто нам с вами говорят: отпусти его, перестань, что-то такая пессимистичная, что-то там еще. Это дело не в каких-то религиозных или прочих. Наоборот, говорят нам: вспоминай своего ребенка, почему же нет? Ходи к нему на могилу, ты же не можешь не ходить на могилу, не вспоминая. Но обществу позитивно настроенному реально это не нравится. Им не нравятся горюющие люди. Ну, извините. Во-первых, мы здесь собрались с вами конкретно для того, чтобы общаться вместе, обсуждать, утешать друг друга, помогать друг другу. Поэтому я считаю то, что если я не буду говорить о своем ребенке, это будет предательством его памяти. Вот честно вам скажу. Плюс я чувствую его около себя, я совершенно, то есть, я с ним вообще в диалоге нахожусь, в мысленном каком-то. Вот. И, кстати, вообще, это же очень деструктивная история. Я рассказывала в одном из видео, что еще в самом начале, когда я только начала канал, англичанин мне один прислал благодарственное письмо. Я не помню уже, то ли это было в посте, в котором я написала то же самое, то ли это было в моем видео. Но он сказал, что у него, когда ему было 14 лет, а ему сейчас за 60, у него умерла двоюродная сестра, которую он очень любил, она умерла в 18 лет, и у него в семье никто о ней никогда не говорил. И вообще, он говорит, я не смог выплакать эту боль, я не смог прогоревать как следует, потому что делали вид все, что ее не было. И только, говорит, час, прочитав там или посмотрев вас, сказал он, я отплакался, написал картину, потому что художник был, написал картину и успокоился. Огромное вам спасибо. И потом я увидела в паре передач еще, что, оказывается, в английском обществе это так. Похоронил, все. О человеке больше никто не говорит. И куча людей после этого с травмами. То есть, ребят, это, по-моему, не наш путь. Вот мне так кажется. Никому ничего не говорю. Я просто мама. Это просто мои рассуждения. Но мне кажется, что это не наш путь. Итак, еще момент. Вот я обращаю внимание на то, что когда у людей реально бывают какие-то видения, особенно когда кто-то уже ушел, практически каждая из нас говорит: только вы не думайте, что я сошла с ума. Вы, наверное, подумаете, что я сумасшедшая. Даже Назар, Ванин друг, он сказал, что: тетя Катя, вы, наверное, сейчас решите, что меня в дурку надо сдавать, но я вот то-то и то-то видел, и так-то думал. И мне кажется, что вот этот страх еще является причиной того, что мы очень многого не знаем. И очень мало людей, способных смело вылезти вот на себя, так сказать, вызвать этот хейт. Это, кстати, хейт, это неприятно реально. То есть я готовилась морально, что он может быть, но даже то небольшое количество, которое я получала поначалу, вот особенно когда вот канал так взлетел в какой-то момент, и пришло очень много людей, которые, кто-то ожидал чего-то другого, хейт неприятен, к нему можно привыкнуть, на него нужно просто тупо не обращать внимания, но если ты встречаешься лицом к лицу с хейтом, это очень трудно. Поэтому я могу себе представить, что многие об этом и не говорят. И вот сегодня я была как раз на массаже у этой слепой женщины, Моники, у которой есть собака-поводырь, про которую я рассказывала. И мы с ней давно уже говорили, мы с ней давно подруги. Она рассказывала, как умирала ее мама, как она сердится на врачей, что они там совершили кучу ошибок, то есть однозначных ошибок, после которых она умерла. И она никогда мне не говорила, что у нее были явления от мамы. И только сегодня, когда я ее спросила, вот целенаправленно сказала, что у нас была такая тема, скажи, пожалуйста, Моника, а у тебя что-то такое было? Она говорит: слушай, да, но я об этом практически никому не говорю, вот ты первая. Потому что я считаю, что, я не знаю, как на это люди среагируют. То есть представляете себе, да, когда ты начинаешь, то есть я сейчас начинаю видеть людей, у которых
какие-то явления, да. Вот у моей Наташи, которая моя подруга и моя помощница в художественном клубе, к ней пришел Ванька в костюме. То есть она как будто в галерее сидит, как обычно, и приходит Ваня в костюме, такой серьезный, такой весь деловой, и говорит: я вам скоро все документы пришлю. И мы с ней так и не поняли, что это такое было. Она говорит, он такой был, как будто взрослее, чем он был, спокойный такой абсолютно. Мы не поняли, в чем это дело. Мне муж все время говорит: слушай, тебе нужно пойти организовать свидетельство о смерти. Я все никак сил не наберусь для этого, и некогда. Вот. И тут вдруг приходит нам от ЗАГСа венгерского информация, что здравствуйте, мы знаем, что у вас скончался сын, и вы можете в любой момент к нам прийти, мы вас ждем. То есть вот пришли те документы, я вообще не знаю, откуда они узнали. Вот вообще не знаю, потому что он же умер в Германии. То ли есть какая-то международная документообмен, я не знаю. Вот. Но вот документы пришли, как Ванька и сказал. Вот тоже. Кстати, Наташа еще об этом не знает. Если она смотрит это видео, она, может, и узнает от меня сегодня на этом видео. Вот. И так что потом, знаете, мы же действительно, как вам сказать, мы настолько мы все разные, что у нас настолько нервная система разная, восприятие разное. Есть же люди, которые очень чувствительны к любому изменению в окружающем мире. То есть, например, вот мы знаем, что о Кандинском, что он, господи, как же это, кинестетик, по-моему, это называется, человек, который очень, у него цвета были связаны с запахами, и он мог упасть в обморок от какого-то запаха, связанного с цветом, то есть, насколько я помню. Я не уверена, то есть в связи с тем, что я не эксперт вот настолько, да, но я знаю, что у него была особенность восприятия. Мы, конечно, можем сказать, что это человек ненормальный, да, и поставить на нем крест таким образом. Но на самом деле граница нормы вообще в жизни очень-очень широкая. И у нас столько разных. Есть люди, которые более чувствительны к каким-то излучениям, есть люди, которые менее чувствительны к каким-то словам. Кому-то малого достаточно, чтобы он расстроился, а кто-то вообще на это не обратит внимания. Поэтому в данном случае, вот как, знаете, общество, оно старается привести всех к норме. Вот когда я росла, леворуких детей переучивали. Я это хорошо помню, потому что я была левша. И, собственно, левшой это и осталось. Но меня просто переучили. Я поэтому сейчас все делаю двумя руками. Спасибо, конечно, за это. Но я абсолютно очень хорошо помню, как тяжело мне было переучиваться. И, пожалуй, я бы лучше выросла без этого опыта. Да, я сейчас этому благодарна, но тем не менее. То есть здесь самим себе не ставьте диагноза, что вы ненормальные, что у вас там что-то не то, потому что, ребята, мы все разные. Вот именно этим мы и хороши. Тем, что мы все разные, и каждый из нас уникален и замечателен по-своему. Да, у нас бывают у кого тараканы больше, у кого тараканы меньше, но что-то у каждого другое, да. То есть, и опять же, что считать тараканом в голове? Тоже большой вопрос. Вот. И еще, знаете, последнее, пожалуй, я смотрю, последнее, что я хочу сказать, почти последнее, да, что многие говорят, что вот этим каналом вы помогаете прежде всего себе. И, кстати, это оказалось действительно, я не знаю насчет прежде всего, но идея этого канала была то, что я буду помогать другим. Я никак не думала, что это поможет мне. Я, наоборот, думала, что мне это будет безумно тяжело. И я помню, мне родители говорили: ты что, ты же надорвешься, как ты будешь обо всем этом рассказывать, тебе же это все опять через это проходить. А получилось, что наоборот, как бы я вам говорю что-то, да, таким образом я систематизирую свои мысли. Вы мне отвечаете очень огромным количеством тепла, огромным количеством любви. Я стараюсь вам это количество любви, тепла вернуть, молясь за вас, ощущая вас своими родными людьми, да. И опять, и вы мне отвечаете, я вам отвечаю, опять вы мне отвечаете, опять я вам отвечаю. И получается, что, помогая вам, я действительно помогаю себе. Врачу исцелись сам. Когда хочешь кого-то научить, научись сама. Это вот действительно очень интересная история. И за это я безумно благодарна. То есть, поэтому я думаю, что это была идея от Господа Бога и от Ваньки. Потому что это меня не разрушает, хотя это забирает у меня очень много времени. Но я безумно счастлива. И для меня нет ощущения, что вот это какие-то люди, это наши люди. Я даже не могу сказать слушатели моего канала, слушатели нашего канала. Мы с вами сообщество. И в этом сообществе мы держимся за руки. Пусть виртуально, пусть не... Но мы с вами любовь друг к другу, вот это ощущение причастности к этому сообществу, которое нам помогает вылезти из этого болота, нам помогает освободиться от этих деструктивных мыслей. Вот эта мысль, она дает нам жизнь.
Вот это ощущение сообщества, это то, ради чего мы все это с вами делаем. Не только я, мы, потому что каждый из нас вносит свою лепту тем, что мы друг о друге молимся, мы друг другу пишем. Я же вижу, какое количество комментариев вы друг другу пишете. Не только мне, друг другу, сочувствуете, желаете там всего самого хорошего, сочувствуете друг другу. Слушайте, это совершенно потрясающая история. И как финал, знаете, чтобы так закончить день на совсем позитивной ноте, кроме того, что сейчас я вам потом скажу про то, что я вас обнимаю, но я вам покажу видео в конце, в самом конце видео я воткнула пару роликов по одной-две минуты о том, как сегодня Чарли знакомился с Локи. Локи – это пес-поводырь Моники, он такой взрослый, ему 9 лет, лабрадор, а Чарли, ну, это 8-недельный бигль. Это умора абсолютная, увидите. Вот, мы там постоянно разговариваем на венгерском языке, потому что Моника же слепая, и я ей постоянно комментирую, что происходит. И я, и Саша. Но периодически мы переходим на русский, и вы там услышите. К Чарли мы обращаемся по-русски. Вот, а к Локи, например, по-венгерски. А вот Джек у нас двуязычный. Вот, дорогие мои, я вас очень сильно люблю, всех. Я очень вам сочувствую всем, как всегда. Я за вас молюсь каждый день. Я вас обнимаю и посылаю тепло, силу, свет. Все, что вы мне даете, я отпускаю обратно, чтобы у нас был с вами круговорот. Хорошего вам дня, мои хорошие. Вечера, дня, утра, ночи. У кого что есть. Обнимаю вас крепко. Előre Loki megszaglázta Charlie-t. A Charlie feloldotta vissza, a Loki felül a szemügyre, de nagyon kedvesen. Charlie megijedt, de mindjárt emeli a... Charlie, все хорошо. Ну, не то, чтобы он очень испугался. Не сильно. Hát igen, annyira nem ijedt meg. Az elején igen, nem úgy. Szaglásszák egymást. Milyen távolságtartó van még. De Lokinak rendben van. Loki rendben van, Loki inkább a Sását nézi, mint a kicsi. A kicsi pedig nagyon nézi a Lokit. Ja. Ránézett a Loki, és a kicsi hátra ment, érted? Nem fordult, hanem így hátra ment, ilyen nagy sebességgel, mint a pont, tudod? Bevágott egy rükkpercet. Igen, de szó szerint rukvertbe megy, érted? De ilyen sebességgel nem is tudtam, hogy a kutya tud rukvertbe itt menni. Tud. Loki finoman tudod. Nem, a Loki egyáltalán nem csak nem bántja. Tudom, hogy nem bántja, nem bántaná sose. De hogy tudod, hogy mindig hát kicsi utána megy, de akkor megfordul a Loki, egy kicsi azt mondja, a rukvertbe megy hátra. Na mi a helyzet? Mi a helyzet Lokikám? Minden rendben csak. Most miközben Loki foglalkozik a Szásával, a kicsi megbátorodott, és ment el szagolni a Lokit, már kömör ment közel. Charlie. Mert Charlie szó szerint így megkapaszkodott, mint a falon, tudod rajta a Lokin kis karmával. Nem fogja bántani, csak szól neki, hogy ezt nem akarja. Jó, ha Charlie meg is jött. Úgyhogy én is megnézem, hogy oké. Nem bántanom. Nem, ez egy írtam. Hát az egy kicsi se jött meg egyáltalán egy nap. Próbáljuk úgy támadni a Lokira, hogy tudni. Kis bandita. Hát eléggé. Nem baj az. Persze. Össze fognak veszni a Jack-kel, szinte biztos. Я хочу завтра вам привезти, когда домой поеду, завести Джека и смотреть на людей. Loki ül a földön, körülöttem ugrálva. A kicsi. Na szóljatok, hogy mikor menjek el, mert hogy Я хочу, folytassátok. чтобы погладить, дал нам эту другу. Teljesen rendben van, hogy a kártyás